Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! С вами Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. На просторах интернета я нашла замечательную модель и хочу с вами ею поделиться. Сегодня к вашему вниманию я хочу представить вот такую замечательную модель платья. Платье связано крючком. Здесь два варианта. Одно платье без рукавов, другое платье с точным рукавом. Посмотрите, как они смотрятся стильно, эффектно. Узор вяжется настолько легко и просто, что его свяжет даже начинающая мастерица. Вязальщица, которая учится вязать крючком. В этом видео я для вас подготовила обучающий мастер-класс. Мы разбираем и вяжем вместе вот этот красивый, легкий узор. Узор состоит всего лишь из 2 рядов в высоту, а раппорт из 4 петелек. Легко вяжется, легко запоминается, и вам даже не потребуется схема для того, чтобы связать узор. Платье вяжется тоже очень легко и просто. Можно данный узор вязать по кругу, а можно связать платье отдельными деталями. Деталь переда, деталь спинки и сделать убавление для линии талии. Также рукав может быть, платье может быть без рукавов, с рукавами, с точным, либо со спущенным рукавом. Посмотрите, какое простое, но в то же время стильное, эффектное платье. Очень изысканно смотрится. Вот этими схемами я хочу с вами поделиться и разместила их в конце видео. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Также все схемы и статью я подготовила на моем втором канале, который называется «Мир рукоделия, творчества, вязания». И если вы еще не подписаны на него, то обязательно подпишитесь. Канал находится на площадке Яндекс.Дзен. Ссылочку на вот эту статью я оставила в описании под этим видео и в первом комментарии под этим видео. Плюс в том, что здесь можно рассмотреть более детально фотографии, они все увеличиваются в размере, картинки кликабельные, и можно даже вот эти схемы не распечатывать, а вязать с экрана телефона, планшета, компьютера и других устройств. Также в этой статье подготовила для вас вспомогательные видео, для того, чтобы вы смогли связать вточной рукав. Ссылочку также я оставлю в всплывающей подсказке. Вот здесь одна модель платья связана, вот эта, которая слева, с вточным рукавом. И как вязать вточной рукав я вам показывала уже. У меня есть мастер-класс по вязанию вточного рукава и проймы. Проходите по ссылочке, смотрите, все наглядно рассказываю и показываю. Также есть у меня много мастер-классов, каким образом связать крючком круглый вырез горловины. Ссылочку тоже оставлю. Я думаю, у вас все получится. Либо можно связать платье с квадратным вырезом горловины, V-образным, и рукав может быть открытый, либо спущенный. А сейчас мы с вами свяжем вот такой красивый узор крючком. Он настолько легко и просто вяжется, состоит всего лишь из 2 рядов. Я здесь связала узор несколько вариантов. Первый вариант у меня здесь столбики с одним накидом, и второй вариант узора столбики с 2 накидами. Узор в меру ажурный и подойдет для вязания не только данной модели платья, но также можете связать жакет, жилет, кардиган, летнее пальто, кофту и снуд. И вот таким образом смотрится узор с изнаночной стороны. Узор можно вязать прямыми и обратными рядами, и также он прекрасно вяжется по кругу.
по кругу только по лицевой стороне и по кругу поворотными рядами. Смотрите, какая прелесть! Узор универсальный и подходит для вязания многих вещей. А мы с вами приступаем к вязанию легких нам петелек. Образец узора я вяжу из пряжи Анна 16 в 100 граммах 530 метров. Это стопроцентный мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Цвет 372 от Белка. Производство пряжи торговая марка Сиам. Крючок номер 2. Для образца набираю цепочку из 24 воздушных петелек. Раппорт составляет 4 петли. Высота раппорта всего лишь 2 ряда. Набираем цепочку. Я набираю 24 петли плюс 2-3 петли для удобства вязания. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В основании 4 петли цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. С учетом 3 петель подъема связано 2 столбика с одним накидом. Пропускаю одну петлю цепочки в следующую, во вторую, провязываю 1 столбик без накида. Пропускаю одну петлю цепочки, делаю 1 накид на крючок и в следующую, во вторую петлю провязываю веерочек, состоящий из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй и третий. Все 3 столбика с одним накидом связали с общим основанием. Количество накидов может быть от 1 до 2. В зависимости от того, какую ажурность изделия вы хотите получить. Одну петлю пропускаю, в следующую, во вторую петлю провязываю столбик без накида. Одну петельку пропускаю, в следующую провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Первый, второй и третий. Все 3 столбика провязали в одну петельку. Одну петлю пропускаю цепочки, в основании следующей провязываем столбик без накида. Одну петлю пропускаю, в основании следующей провязываю 3 столбика с одним накидом. Одну петлю пропускаю, в следующую петлю провязываю 1 столбик без накида. Одну петлю пропускаю, в следующую петлю провязываю 3 столбика с одним накидом. Одну петлю пропускаю, в следующую петлю провязываю столбик без накида. Одну петлю пропускаю, в следующую петлю провязываю 3 столбика с одним накидом. С общим основанием. Связали 5 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт состоит у нас из 4 петелек. В основу раппорта входит вот этот веерочек, состоящий из 3 столбиков с одним накидом, либо можно с 2 связать. Первая петля раппорта — это петля, где мы вязали 3 столбика с одним накидом. Вторая петля, мы пропускали ее. В следующую петельку мы вязали столбик без накида.
петельку пропускали, и получается в пятую петлю у нас связан веерочек. Это начало второго раппорта. Раппорт состоит из 4 петелек. Для удобства счета считаем вот эти веерочки. Теперь заканчиваем вязать ряд следующим образом. Так же, как и начинали. После веерочка я пропускаю одну воздушную петлю, в следующую петлю цепочки провязываем столбик без накида и заканчиваем вязать ряд. Пропускаю петлю, в следующую провязываем 2 столбика с одним накидом. Данный узор можно вязать по кругу, по лицевой стороне, по кругу поворотными рядами и также прямыми и обратными рядами. Мы будем с вами вязать узор прямыми и обратными рядами. Для того, чтобы соединить ряд и вязать его по кругу, давайте я вам сразу же покажу. Вот этот второй столбик вы не провязываете. Провязав первый столбик в конце ряда, вы соединяете вязание в круг, первый ряд. Находите от столбика вот этого с одним накидом первую петельку справа. В ее основание провязываете один соединительный полустолбик без накида. Вот таким образом. Прокалываете петельку, захватываете рабочую нить и сразу же ее проводите через петлю, которая была на крючке. Вот таким способом вы соединяете каждый ряд. И вяжете по кругу. А мы с вами свяжем второй ряд раппорта. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину вот этого первого столбика с одним накидом закосить под косичку за переднюю заднюю стенку провязываю один столбик без накида. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. В вершину второго столбика, вот первый, второй, опять же под косичку за переднюю заднюю стенку провязываем столбик без накида. 3 воздушных петли. В вершину столбика второго провязываем столбик без накида. 3 воздушных петли. Опять в вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 3 воздушных петли. В вершину столбика второго провязываем столбик без накида. 3 воздушных петли. В вершину второго столбика провязываем один столбик без накида. 3 воздушных петли. И заканчиваем вязать второй ряд. В третью петельку подъема в основании провязываем один столбик без накида. Теперь давайте сразу же вам покажу, как соединить вязание в круг, если вязать второй ряд по кругу. Вот этот столбик без накида вы не вяжете в конце ряда, он у нас уже связан. А после цепочки из 3 воздушных петелек, так вот, сейчас мы будем соединять. Здесь у нас уже столбик без накида есть. Вот в его вершину под косичку провязываем опять же один соединительный полустолбик без накида. И вот, так как узор состоит всего лишь из 2 рядов, вы вот таким образом соединяете каждый ряд, если будете вязать по кругу. Вяжем третий ряд узора. Третий ряд мы будем вязать точно так же, как вязали первый ряд. Я вам сейчас покажу. Третий ряд — это первый ряд второго раппорта. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину вот этой петельки мы провязываем с вами один столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 3 петель поверх вот этой цепочки я провязываю столбик без накида. Вершину столбика без накида второго ряда под косичку, под переднюю, за переднюю заднюю стенку провязываем веерок из 3 столбиков с одним накидом. Все 3 столбика вяжутся с общим основанием.
Далее вяжем поверх цепочки, либо можно связать во вторую петлю, вот в основании второй петли цепочки, 1 столбик без накида. И приступаем к вязанию следующего раппорта. В вершину столбика без накида за переднюю и заднюю стенку провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик с одним накидом. Все 3 столбика связали с общим основанием. Поверх цепочки из 3 петель провязываю 1 столбик без накида. В вершину столбика без накида вяжем веерок. 3 столбика с одним накидом с общим основанием. А основание — это вершина столбика без накида второго ряда. Поверх цепочки из 3 петелек вяжем столбик без накида. Вершину столбика без накида вяжем веерочек из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй и третий. Поверх цепочки провязываем 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее поверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. И здесь у нас столбик без накида. Вот в его вершину мы заканчиваем ряд и вяжем 3 столбика с одним накидом. При поворотном вязании мы всегда начинаем ряд и заканчиваем одинаково. Посмотрите, как у нас красиво получается. Сейчас для того, чтобы продолжить вязание, вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжете вместе со мной, повторяя со 2 по 3 ряд включительно. Таким образом вяжете раппорт, состоящий всего лишь из 2 рядов, до нужной вам длины высоты. А я для вас свяжу образец и покажу, каким образом смотрится узор, если его связать столбиками с 2 накидами. Давайте рассмотрим узор поближе. Я связала несколько раппортов в высоту. Это получается 1 раппорт, 2, 3 столбиками с одним накидом. И следующие вот 3 раппорта, 1, 2, 3, связаны уже столбиками с 2 накидами. Расход пряжи приличный, так как здесь очень много столбиков идет. Узор в меру ажурный получился. Вяжется очень просто, легко, и для вязания узора вам даже не потребуется схема, достаточно моего видеоурока. Вот таким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной. На расстоянии. Довольно-таки неплохо, и данный узор подойдет для вязания не только платья, но также прекрасно будет смотреться вязаный жилет, жакет, топ, кофточка, кардиган, летнее пальто. И данный узор можно подстроить при вязании реглана сверху вниз. Все схемы вы найдете в конце данного видео. Надеюсь, вам идея, которую я вам сегодня предложила связать, красивое летнее платье крючком, вам понравилось. Если понравилось данное видео, поставьте класс, пальчик вверх. Поделитесь, пожалуйста, данным видео в своих социальных сетях, сделайте репост. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на своем канале. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч.